Привет, ребята! Сегодня 3 июля, и Blizzard выпустил большое обновление с новым классом Друид. Также обновился боевой пропуск, и игра получила несколько изменений, в том числе и нерф нашего любимого охотника на демонов. Давайте посмотрим, что это такое, и сыграем чуть-чуть за друида в специальном событии, которое сделано, чтобы протестировать его навыки. В игре появилась специальная иконка, которая открывает возможности нового класса друид и знакомит с его особенностями. Она вот здесь вот находится вверху рядом с картой. Если мы ее нажмем, мы перейдем на специальную страницу, посвященную чисто друидам. Также у нас обновился боевой пропуск, и давайте посмотрим, что в нем нового. В принципе, все то же самое, как и обычно. Я уже купил усиленный боевой пропуск. У меня аккаунт Apple ID привязан к казахстанской карте, и стоимость этого боевого пропуска в пересчете на рубли была примерно 390 рублей. Если вы не знаете, как его приобрести, то я вам советую обратиться к одному из других русскоязычных блогеров с большим количеством подписчиков. Они все рекламируют различные донатные площадки. И хочу выделить одного из блогеров, Романа Романовича, который бустанул мой аккаунт. В одном из своих роликов он рассказал, что появился новый контент-мейкер по Diablo, за что ему огромное спасибо. И он тоже рекламирует площадку для донатов. Там можно задонатить с небольшой комиссией и купить боевой пропуск. Я считаю, что это одна из самых лучших инвестиций, чтобы экономить время и забирать огромное количество дополнительных наград. Ну, наверное, самое интересное — это какой скинчик мы получим за этот новый боевой пропуск. И это у нас скин, очень напоминающий стилистику друида. Можно посмотреть, как он выглядит для разных классов. Я вообще бегаю без шлема. Ну, в принципе, вы знаете, очень неплохо, если вы в такой зеленой повестке, любите все природное. Ну, и такой прокачанный, кстати, охотник на демонов. Можно в зал даже не ходить. Вот видите, у него все так прорезаны мышцы. По-английски это называется так cut. Короче, все мышцы прорезаются. Можно посмотреть, как это может выглядеть на другие классы. Вот. Очень много там всяких веточек на плечах. И интересно, здесь уже появился наверняка друид. Да, ну, тоже, кстати, очень неплохо выглядит. Ну, мне нравится. Да, я даже поиграю, когда заберу его в этом боевом пропуске. Ну и, конечно же, у нас было несколько патчей и обновлений в игре. И самое, наверное, важное, которое касается моего класса, за который я играю, а это охотник на демонов, то его жестко просто понерфили. Calamicious Escape, ту сущность на плечах, которая давала возможность перемещаться в любую точку на 8 метров и при этом отбрасывать противников, и ее кулдаун был 6 секунд, ее жестко понерфили. Теперь время восстановления этого отрыва увеличено с 6 до 8 секунд, а также прыжок осуществляется не в указанную точку, а по направлению, и он больше не отбрасывает врагов. Ну и максимальная дистанция изменилась, конечно, с 8 до 6 метров. В общем, смысла в этой сущности я теперь вообще не вижу, и мой PvP-билд, который я описывал, самый имбовый PvP-билд, теперь не такой актуальный. Но у меня в запасе есть еще несколько классных билдов, которые я опишу, и вместо сущности Calamicious Escape можно назначить другую, когда ты совершаешь рывок вперед, но весь смысл той сущности был, что у нее был очень низкий кулдаун. Мы практически постоянно перемещались с одной точки на другую, потому что еще на одной сущности у нас было восстановление времени действия отрыва. Также изменились функции рынка. На рынке теперь все самоцветы стакаются в одну стопку. Как это выглядит? Мы с вами зайдем на рынок и увидим, что самоцветы, турмалин, видите, было раньше много предложений с разными стаками, там по 5, по 7, по 10, теперь они все стакаются в одну стопочку, и ты покупаешь по очереди, как другие игроки выложили на продажу свои самоцветы. Ну, если турмалин, он всегда продается по самой низкой цене, не такой актуальный, то какой-нибудь, например, топаз
мы увидим здесь много разных стопочек по разной цене. И если вы не донатер, если вы играете free-to-play и используете большое количество твинков, я тоже пробовал такой способ, но это требовало огромное количество времени, то теперь стало удобнее перепродавать между своими героями самоцветы. Ты просто выставляешь максимальную цену, ну или цену, которая отличается от стопок, которые находятся на твоем сервере, и перепродаешь ее своему твину в другой аккаунт. И, получается, перекачиваешь и платину, и самоцветы, увеличивая таким образом месячный кап. Более 1000 самоцветов, из которых более 600 — это те, которые можно продавать на рынке, не привязаны. Очень интересная функция, я думаю, что многие игроки оценят ее. Ну и, конечно же, друид. Давайте посмотрим, что это такое. Мы перейдем на специальную вкладочку о друиде. Я не буду очень глубоко вдаваться в его характеристики. Конечно, наверное, самый лучший, оптимальный вариант будет для новичков — это выбрать этого героя и начать прохождение Diablo Immortal с самого начала и знакомиться со всеми его навыками и умениями. Но здесь можно попробовать новый класс прямо, так сказать, из коробки. И есть такая функция, называется «Пробное подземелье для друида». Давайте пройдем его и посмотрим, на что он способен. Мы можем выбрать несколько вариантов навыка героя в пробном подземелье: огонь и когти, бешеный медведь или хороший билд для PvP — высший хищник. Давайте посмотрим огонь и когти. Что это такое? Призовите древесных духов, чтобы они сражались за вас и давали бонус за горение в облике Светозарного волка. Очень интересно. У нас здесь будут 3 основных навыка. Это огненный смерч. На 4 секунды создает в указанной точке огненный смерч, который наносит кучу урона. Это древесный дух. Активный эффект призывает древесному духу полететь в указанную точку и самоуничтожиться, нанося ближайшим противникам 25 тысяч урона. Ну и облик волка, что очень интересно, наносит 42 422 урона, когда бросается вперед. Ну, классно. Какие легендарные камни у нас будут в этом тестовом задании? Это кровавая льдина, бурлящий исход, хватка боли, плач матери, колодец энтропии, повышает урон от умений на 6%, и свобода и преданность, продлевает действие ваших призванных существ. Ну что, заходим? И очень прикольно. Вот вы видите, у меня изменился класс, да, я могу посмотреть, наверное, нет, не могу, я вообще ничего не могу сделать, то есть я просто могу бегать и сражаться. И давайте посмотрим, какие у него навыки. Так, как это сделать? Вот так вот на джойстике мы Да что такое? На джойстике мы выбираем, нажимаем на него долго, и у нас появляется огненный смерч. Вызывает в указанной точке взрыв, наносящий урон и поджигающий противников. Это навык серии урон. Так, это у нас древесный дух. Призванные существа плюс контроль. Призывает древесных духов, помогающих вам в бою. Что у нас вот это за навык? Облик волка. Рывок и положительный эффект. Вы бросаетесь вперед и превращаетесь в пылающего волка. Да, прикольно. Мне очень нравятся рывки, ребята, если вы уже поняли и смотрите меня. В общем, это очень классно. И когда мы его нажимаем, смотрите, у нас шкала ярости уменьшается. То есть она, видимо, накапливается по мере боя и потом уменьшается, когда мы выбираем навыки. И что вот этот за навык? Давайте посмотрим. Так. А что-то он не хочет выбираться. Ну, это олень тоже. Блин, какой же он классный. В общем, ребят, очень круто. Ну и основное умение... Вау, это прикольно. Это как, знаете, проклятие на каких-то предметах экипировки у Demon Hunter. Или нет, это, по-моему, у Плача Матери, что он потом выпускает такую, знаете, полосу из камней. То есть это, получается, игрок фактически ближнего боя, да? Ну и вот рывок, и вот рывок. В общем, ребят, это реально круто. Мне нравится. Пойдемте сражаться. Я вижу, что у нас на самом деле очень бустовый герой.
Вот. А монстры здесь специально сделаны очень слабенькие, чтобы оценить все прелести игры за друидом. Можно, в принципе, даже и не стрелять. Все монстры ваншотятся с одного удара. И у нас еще, кстати, есть мощное умение. Бум. Так. А смотрите, желтенький появился. Давайте мы его попробуем замочить. Ну, как-то даже слишком легко, я бы сказал. Ну, изменим еще стойку. На стойку скорости у нас сейчас стоит стойка на крите. Ага, она не меняется. Вот я 2 раза нажимаю, как она обычно у меня меняется. Ну, конечно, почему-то она не меняется. Все, сейчас мы волком замочим всех. Вот прикольно, что он прям как буря прыгает к своей жертве, даже если находится вдали от нее, используя навыки. Вот мы нажимаем наш основной навык, и он прям прыгает к своему врагу. Очень прикольная тема. Ну, конечно, тут нужно приноровиться. И очень классно. Как вы думаете, стоит его проходить с самого начала, просто с нуля, и изучать все навыки? Или все-таки сменить класс с помощью функции смены классов и собрать все сущности необходимые и поиграть за него? Мне интересно, например, завести твина и с самого начала поиграть заново за этого героя. Давай, покажи мне смерч. О, ну что-то я не вижу, вот где наш смерч. И это все. Очень крутое подземелье. Если бы за это давали каких-нибудь 10 легендарных глифов, это было бы вообще очень здорово. Ну и мы к кузнецу тоже не можем подойти. В общем, здесь очень ограниченный функционал. Но так, чтобы посмотреть на красавчика-друида, этого, в принципе, достаточно. Ну, выходим. Так. Ой, смотрите, у моего героя изменилась голова. После этого события у меня такая примесь из друида и охотника на демонов. У него башка от друида, а туловище от охотника на демонов. Короче, ребят, что вы думаете об обновлении, новом боевом пропуске и новом классе друид? Будете играть с самого начала или смените класс, или вообще вам не заходит этот класс? Мне лично очень понравилось. Я думаю, что я запущу нового героя и попробую пройти до 60 уровня вдоль всей кампании. Что вы думаете, напишите в комментариях. А вам большое спасибо за просмотр. И если вы еще не подписаны, подпишитесь. А понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И увидимся с вами в следующем ролике.